Переходим к следующему слайду. Здесь мы подытоживаем уже все наши, так сказать, данные, которые проговорили с вами очень подробно. Период исследования декабрь с ноябрем сравниваем. Новое жилье. Видим по городам это Ларнака, Радипу, Ливадия, Ларнакас, Драмалаксия, Мену и общины, которые входят, так сказать, или агломерации, которые входят населенных пунктов в общины провинции Ларнакас. Видим вот подытоживающие данные. В целом новое жилье по целой провинции 2307 евро за квадратный метр. В годовом измерении рост, не в годовом, а за месяц, плюс 0,17%. Индекс положительная единичка, запятая 0,02. Старое жилье, друзья, значительно отличается, почти на 400 евро стоимость квадратного метра. Видим 1930 евро стоимость квадратного метра. И рост плюс 0,23% за месяц. Индекс положительный, единичка, запятая 0,02. Ну и давайте последний слайд. Это слайд, что произошло в целом по провинции Ларнака, все муниципалитеты, которые мы проговорили, период исследования 12 месяцев, то есть тенденции, которые мы зафиксировали. Итак, мы видим, что новое жилье 2307 евро за квадратный метр, это декабрь 2025 года, это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете, то есть суммируются все вот эти, сколько, 5 городов муниципалитетов и делится на 5. В декабре 2024 года это было 2277 евро. Итого в год рост плюс 1,29%. Незначительно, но все-таки, друзья, это рост. Больше всего выросла недвижимость в городе-муниципалитете. Видите, Радипу. Дальше мы видим рост в Ларнака 3%. Ну и тут Ливадия Ларнакас незначительный рост 1,27% и отрицательная динамика, то есть снижение, видим Драмалаксия Мену и в общинах, которые входят, ну, или агломерации, которые объединяются в данные общины в провинции Ларнака. Итак, старое жилье. Что со старым жильем? Старое жилье 1930 евро за квадратный метр в декабре 2025 года. В декабре 2024 года это было 1891 евро за квадратный метр, что показало рост 2,08%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,21. Друзья, ну вот давайте я вам говорю, что такое нормально ведет себя рынок недвижимости, да, адекватно ситуации. Вот вверху я показываю вам основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики. То есть это рост ВВП, это инфляция, обратите внимание, инфляция 2%. Да? 2025 год, ну, в феврале будет Евростат опубликует, я думаю, что будет 2,5, а то и 3% инфляция, почему-то уверен. Ну, что такое инфляция, вы знаете, друзья, да, это когда обесценивается товары и услуги, то есть очень кратко, есть такая, так сказать, закон, он называется закон стоимости и гласит о следующем. Экономика работает сбалансированно, когда количество выпущенных денег, это может быть и фиатные деньги, и агрегат М1, М0, М2, то есть это все деньги, которые выпущены, они соответствуют выпущенным товарам и услугам. Тогда, в общем-то, инфляционных процессов как таковых не наблюдается. Как только печатается больше денег, в том числе и фиатных денег, за эти обесцененные деньги можно все меньше купить товаров и услуг. А недвижимость является товаром, напомню вам. То есть включаются инфляционные процессы. Так вот, инфляция здесь 2, но это 2025 год, в феврале, я думаю, что они пересмотрят, по факту пересчитают, это будет пускай 2,5. Вот, как видите, в 2024 году 2,6, по-моему, да, инфляция. То есть такая же будет и в 2025 прошедшем году. Так вот, рынок недвижимости, он всегда был, ну, неким таким, как оно правильно назвать, тихой гаванью, да, или возможностью люди, которые инвестировали в недвижимость,
в деньги, да, а инвестиции это всегда о чем? Это всегда не о том, чтобы потерять деньги. То есть недвижимость должна подниматься в своей стоимости именно настолько, сколько инфляция. Если здесь инфляция 3, то расти недвижимость в годовом измерении должна где-то тоже на 3%. То есть это адекватное поведение рынка. То есть недвижимость не подешевела на протяжении 1 года, можно смело говорить, в провинции Ларнака. А для того, чтобы посчитать пассивный доход, мы можем посмотреть, что произошло или какие денежные потоки может генерировать недвижимость, которая сдается в аренду. И тогда для инвестора понятно, насколько выгодно инвестировать в недвижимость. Ну, в данном случае мы говорим о жилой недвижимости, или невыгодно. И в течение какого времени вернутся инвестиции. Но об этом мы будем говорить, друзья, уже в следующих видео. Итак, мы, подведя итоги, делаем выводы, потом я обобщенно еще дам вам по провинциям, в целом по всему острову Кипр, по южной его части, что по провинции Ларнака новое жилье выросло на 1,29%, старое на 2%. Ту же самую динамику, чуть больше, мы видели в провинции Фамагуста, там где-то около 3%. Ну и провинция Никосия, там тоже где-то 3,5–4% за год выросла недвижимость. Осталось у нас еще 2 провинции, это провинция Пафос и провинция Лимассол. Друзья, для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью на острове Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки и дизлайки ставить видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Lim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.